Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Перед тем, как мы погрузимся в нашу любимую скиллозависимую игру, я хочу напомнить то, что недавно я говорил о том, что хочу вам записать Хусика с щитом второго тира через воинов и показать вам, насколько это все-таки имбовый щит. И знаете, есть такой вот один малюсенький момент. Я раньше думал, что шанс 100%, что будет прокат щит второго тира, но потом, я думался почитать ченджлоги, которые я скидывал в своем телеграм-канале, то есть, ну, анонсы обновлений. И там написано, что с шансом 75%, вне зависимости, на какой доске ты будешь драться, на своей, ну, точнее, на своем поле, либо на вражеском поле, ты получишь плюс одну броню навсегда. И, соответственно, только в того героя, на котором этот щит остается. Ну, то есть, допустим, у вас есть легионочка в одну звезду, да, как я уже показывал. И у вас есть вторая легионка в 2 звезды. И вот, допустим, если вы в 2-звездочную легионку закинете этот щит второго тира, то, соответственно, все стаки, которые вы настакали, они пропадут. Вот такой вот моментик. Поэтому желательно сейчас получить этот щит второго тира на 3-м раунде. И чтобы ко мне пришел Хусик довольно-таки быстро. Игру играю вместе с Марком, если что, с моим утяжелителем. Не надо, сразу говорю, не надо его хейтить о том, что это не утяжелитель, а облегчитель. По факту в действительности Марки надо такое чудит, что аж глаза вываливаются. Тут мне ранее панда пришла, возможно, это будет именно та самая игра, в которой панда мне начнет рано суммонить панд. Но я думаю, это какая-то сказка, и то, что я когда-то собрал там эмберов 3 звезды на 14 раунде, это божий дар. Снисхождение бога рандома. Ладно, короче, присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, всем дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся, соответственно, на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Дико извиняюсь, что я там так жестко вздохну, потому что, ну, нереально жарко. Я, кстати, хотел сказать, что если вы увидите, что у меня в какой-то момент начнет лоб отсвечивать, то знаете, я потею ради вас. Значит, соответственно, что правильно, вы должны поставить свой лайк. Вот так вот. Вот так вот. Ну, блин, на самом деле у меня сейчас довольно-таки сильный стол. Если еще и придет в скором времени усиление, то можно будет взять талант на победы и получать плюс 2 монетки за победу. А если мне сейчас еще и панда начнут суммониться, то это будет вообще песня. Жалко, конечно, что щит второго тира так мне не выпал, но ладно. Хусика тоже, в принципе, нет, поэтому я не особо-то и расстроен. Добивай. Вы прикиньте, какой закон подлости. Все такие лоу-хпшные остались. Ля, какая беда. Блин, я не знаю, какой талант брать. Вот серьезно не знаю, какой теперь талант брать. У меня вроде бы как бы сильный стол. Хрена себе там Марсов у типов. У типа, точнее, не у типов. Что делать? Надеюсь, БХ у меня монетку получит. Получит, красавчик мой. Будем делать деньги. Блин, ну не знаю, ну... Ладно. Ладно. Или нет? Или да? Ладно, пока что не буду никакого выбирать талант, потому что, ну, в действительности, если я сейчас выберу талант, который мне не нужен, то по факту я очень много потеряю. Вот, допустим, если талант на поражение не выберу, а выберу на победу, и в итоге я за 20 раундов выиграю 1 раунд, то я очень много потеряю. Поэтому, ну, жалко, конечно, что не выбрал, ну, хрен с ним, в принципе. Сейчас посмотрим, как я буду тащить следующие раунды. Если, в принципе, я нормально буду тащить, то я, соответственно, возьму талантик. Если нет, то нет. Ну и так как мне Хусик ранее не пришел, то, скорее всего, войны отменяются. Надеюсь, что панда придут, и мы сделаем какой-нибудь контент с пандами, правильно? Ай-яй-яй, БХ еще монетку не заобузил. Кстати, кто вдруг не знает, как проверить... Ну вот же, у меня сейчас БХ добил. Почему я 3 монетки не получил? Что за игра говна? Ёб твою... У меня только что БХ закинул сюрикен в самую дальнюю фигуру, да? Почему я не получил 3 монетки? Мне пришлось продавать Марсов. Играю еще в альфа-тесте по любасику. Ну, как бы...
К гадалке не ходи, так оно и есть. Просто жесть какой-то. Не передать. Не передать все эмоции, которые я только что испытал. Но это реально только что такая подлива была знатная. Такая, знаете, прям хорошенькая подлива. Ладно, окей, проехали. 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 О чем я говорил? Так как мне Хусик ранее не перешел, то, скорее всего, играть мы будем не на воинах. Можно было бы, конечно, и на воинах сыграть, даже если на 15-м раунде я этот щит второго тира получу, то, в принципе, тоже можно было бы сыграть на воинах. Но самый сок — это именно показать воинов с третьего раунда. Это самый сок. Потому что там я смогу много брони настакать. Все-таки шанс 75%, неважно, на каком столе ты там будешь. На своей доске, либо на вражеской доске. Не знаю, о чем тогда поиграть? Ну, в принципе, есть вертолетик, можно поиграть через вертолетика. Вертолетик в текущем патче просто такой волшебный керри, что не передать словами. Ребята, кстати, напишите в комменты, кто уже играл на вертолетике новом. Хороший вертолетик, очень мощный вертолетик. Также, кстати, я вспомнил, что я хотел сказать. Мне тут в комментариях под вчерашним роликом написали по поводу легионки одну интересную вещь. И я сейчас обращаюсь к вам, чтобы именно эту вещь вы тоже проверили. В общем, если вы берете легионку и довольно-таки рано получаете волшебное зеркало, то мне написали, что если иллюзии будут в конце от волшебного зеркала, вот в последние секунды боя, да, то есть, короче, смотрите, вы выигрываете бой, и в последние секунды боя у вас застакались эти иллюзии, то эти иллюзии дают пассивку в легионку. То есть суть в том, что вы с помощью волшебного зеркала будете обузить себе легионку и, соответственно, зарабатывать стаки. Как по мне, это слишком сломано звучит. Поэтому у меня к вам просьба, кто будет играть, и у кого будет такая возможность, кто там будет керить легионку и тому подобное, проверьте этот момент. Мне что-то кажется, что это жесткий миф, потому что это нереально сломано будет. То есть 3 легионки, грубо говоря, будет обузиться. Да, конечно, сложно, и надо тайминги там подгадать, чтобы все как бы сработало как надо. Но все же, вы прикиньте, в последнюю секунду боя вы выигрываете, при этом у вас юзаются иллюзии, и вы получаете вместо просто 25 урона от 3-звездочной легионки, вы получаете плюс 75 урона за раунд. Это же жестко. Это очень жестко. Поэтому давайте, жду ваш фидбэк в комментариях. Это очень жестко. Я когда это изначально прочитал, я подумал, что, ну, это жесть какой. Ну, если это в действительности так, то это просто бред. И вот, кстати, как говорится, век живи, век учись. Я даже этот момент как бы и не тестировал, не пробовал и не знал. Если в действительности это так, это жесть. Все, ладно, проехали этот момент. Сразу говорю, извиняюсь за сумбурные какие-то мысли и тому подобное, потому что... Кстати, реликвию кабанов возьму. Поверю в реликвию кабанов. Сразу хочу сказать, я эту реликвию кабанов ненавижу. Просто я готов ее разорвать. Она мне столько подлив в жизни сделала, что не передать словами. Сколько раз я брал эту реликвию кабанов, мне эти кабаны вообще нормально не апались. Вот давайте сейчас посмотрим, как кабаны апнутся в этой игре. Я уверен, что я буду с горькими слезами у глаз плакать о том, что как же все плохо. Уверен в этом. Что там у тебя? Пока непонятно, что у тебя. Звери собираются, это, конечно, хорошо. Что хотел? А, по поводу комментариев еще. Спасибо, ребят, за то, что написали фидбэк по поводу звука и звука игры. Это в действительности важно. Теперь у меня меньше паранойи. Точнее, она вообще полностью убралась. И все это благодаря вам. Поэтому спасибо большое. Также хочу напомнить, что... Ну как напомнить? Ну, блин, короче. Будет напомнить. В это воскресенье я планирую провести стрим по ТФТ. Поэтому в 6 часов вечера, как обычно, если что, в телеграм-канале все будет написано. Давайте, кабанчики, растите. Растите. Чисто устроил свиноферму.
Растите кабанчики большие-большие, прибольшие. Принесите мне кучу-кучу денежек. Блин, меня так бесит этот баг отображения кабанчиков. Вон, у меня второй кабанчик, ну, не показывает, сколько его стоимость. Маленькая инди-компания, которая не может все нормально, адекватно сделать. Ну, в принципе, чего я ожидал? Да? Да. У меня панда стоит... С какого там раунда, напомните, пожалуйста, со второго? Где мои панды? Ну, вот серьезно, где мои панды? Со второго раунда эта мразь стоит. Я понял. Только боль и разочарование мне, а не панда. Мне вот все-таки, вот знаете, что интересно? В каком-то патче, это было давным-давно, разработчики ввели, что у тебя есть гарант на панда. То есть через какое-то время срабатывает гарант, и он тебе приносит. И мне вот интересно, какой же это гарант? 10 раундов? Если 10 раундов, то мы уже как бы этот порог прошли, мне ничего не пришло. А какой же тогда порог вот этого гаранта? Как этот гарант работает? Очень интересно, но ни хрена не понятно. Я, конечно, хп много теряю. Баночек у меня, к сожалению, не так много. Рубик в 2 звезды. Хорош. Вон там уже молодому горячему магическая панда пришла. А где моя пандочка? Можно узнать? Я тоже хочу панду. Кстати, в комментариях еще писали о том, что типа, а как проиграть на шаманах? Ребят, не знаю. Не, на самом деле проиграть на шаманах это возможно, если против тебя еще сильнее стол. То есть там какие-то 6 богов через тайдуху с аганимом и вечным станом, там моментальным прокастом. То есть проиграть на шаманах можно. Но насколько же на шаманах просто играть? Ну, типа, забей просто. Это был забавный, кстати, комментарий по поводу, типа, а как проиграть на шаманах? Я, кстати, если что, снайпера поставил на доску, потому что, ну, вдруг паночка мне снизойдет и присумонит вертолетика, так, к примеру. Ну, я, конечно, сильно губу раскатал, но все же. Генерал! Ну, блин, на 15-м раунде мне пришел генерал, это довольно-таки поздно. Ну ладно, спасибо хотя бы, что он пришел. Спасибо хотя бы и на том, что он пришел. Не, рандомим. Спасибо, клевер. 2 клевера пусть у меня будет. Если, ну блин, на самом деле, если мне вдруг и дальше генерал сейчас будет хорошо идти, то я поиграю через генерала. Я давно контент с генералом не записывал, а все знают прекрасно, какие у меня отношения с этим генералом. Он почему-то мне нормально не хочет идти. Вообще не хочет. Хотя с ним столько контента можно запилить. Вообще, это просто одна из самых имбовых панд. Это мы уже убедились с вами не один раз. Правда, в текущем патче с имбовым щитом 5-го тира это, наверное, не будет... Ну, я думаю, ну, контрить вообще легко этого генерала. Щит 5-го тира слишком мощный предмет. Слишком. Вообще, когда, ну... Я уверен, что щит 5-го тира в ближайшее время уж 100% никто не рефить не собирается. Потому что нахрен мы им сдались, правильно? Но щит 5-го тира там... Опа! Опа! А что это значит? А я думаю, вы прекрасно знаете, что это значит, ребятки. Раз мне упал кулончик. Я этого не хотел, значит, я сегодня вам покажу сборочку через кулончик. Ну, либо не покажу, посмотрим. Может, я вылечу, потому что хпшки у меня маловато. Кабанчики у меня расти не хочет. У меня просто кабанчик самый дорогой, это за 5 монет. Несмотря на то, что я на 10-м раунде заабузил кабанов. Заабузил кабанов в плане. До начала следующего раунда я активировал эту реликвию. У меня кабаны некоторые были по 2 монетки. И вот с абузом у меня сейчас на 16-м раунде кабанчики... 2 кабанчика по 5 монет. Кайф? Не то слово. Ну ладно. Ну ладно.
Давай, пандочка, сумонь, ну давай, ну, родненький. Что ты мне там... О, Эмбер, хорошо. Эмбер хорошо. Джакира есть в игре, отлично. В общем, во-первых, я сейчас продам человека. Раз. Марк там нашел уже Джаггернаутов 3 звезды, это 2. Ого. А вот это фиаско, братан. Вот это фиаско. Ладно, наверное, баф людей стоит продать все-таки. Хочу попробовать реально через генерала сыграть. Я редко играю через спан, поэтому я думаю, что все-таки стоит его именно попробовать. Рискнуть, так сказать. Контент требует жертв. Правильно? Правильно. Ну и, блин, Марк со своим этим Джаггернаутом пришел ко мне. Ну, хотя бы щита второго тира нет. Это радует. Это радует. Я там говорил по поводу генерала и то, что если у противника будет щит 5 тира, это будет огромная проблема. Потому что этот щит 5 тира, он самый сломанный предмет сейчас в игре. Я думаю, вы и прекрасно сами убедились. Ну и судя по тому, как мне комментарии пишут о том, что а как законтрить этот щит 5 тира, ребят, я не знаю, как контрить этот щит 5 тира. Это слишком имбовый предмет, слишком он сломанный. Разработчики умеют выкатывать патчи. Так вот. Ладно, я сейчас слишком переживаю, может вообще не найдут этот щит 5 тира. Хотя против меня Марк играет, а Марк все имбы знает 100%. Ну, меня же смотрит. Плюс мы с ним общаемся, поэтому... Он точно знает про всякие имбы. Я ему, кстати, тоже рассказал по поводу волшебного зеркала. Тоже проверит. 6 хп осталось. Вот это вкусно. Вот это да. Омник. И панда. Моя самая любимая. Магическая. Сейчас будем терпеть. 9 банок, 6 хп, поехали. Ну, 27 хп за 9 банок. В принципе, нормально. 3 хп каждая баночка. В принципе, нормально. Пойдет. Я рассчитывал на хуже результат, если честно. Ну, вы просто посмотрите, как эти кабанчики подлапаются. Боже, я никогда в жизни больше не возьму эту гребаную реликвию. Пошла она в сраку. Я ее возьму только тогда, когда где-то будет 30 плюс раунд. Вот просто безысходность там с рандомного сундука выпадет. Ну, потому что, ну, это бред. Я уже множество раз жаловался на то, что ты сидишь с этими кабанами, ты жертвуешь своей скамейкой. Да ты жертвуешь до хрена чем. И по итогу игра тебе просто вот за пазуху срет. Ну, кстати, 2 генерала мне пришло. Придет яичко, это будет имба. Ставим пан побольше. Я надеюсь, что я сейчас мобов не откисну. Еще один клевер ищем. Чтобы у меня каждая паночка была с клевером. И я вот не знаю, я сейчас, наверное, всех кабанов продам. Я не буду пытаться их до 10 монет растить. Чисто порежу на сало. Просто если я буду пытаться до 10 монет их растить, я думаю, я отлечу нахрен. 22 хп все-таки как-никак. Этого очень мало. Будем молиться на то, что мне сейчас генерал придет, либо яйцо выпадет. Просто будем молиться. Давай, бог рандома, не подведи меня, пожалуйста. Не подведи, я и так страдаю. Просто наныл. Наныл. Еще и горный вождь есть. Охренеть. Охренеть. Вы это видите? Во-первых, я наныл яйцо просто. Прикиньте, насколько меня сейчас фартануло. На 20-м раунде мне приходит еще один генерал.
А на 21-м мне приходит яйцо. Каковы шансы, что это произойдет в целом? Жесть. Жесть! Надо один раунд, можно попробовать потерпеть. Можно попробовать потерпеть. 22 хп, в принципе, не должен умереть. Давай, генеральчик, я в тебя верю, как никогда. Ты мое солнышко, ты моя зайенька. Ты должен всех сейчас унизить и уничтожить. Поехал. Ну. Нимба. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пивная панда пришла. Буду магов ставить. Но я не знаю, буду ли я играть через 6 магов, либо же я буду играть через богов. Почему я так думаю? Почему я не знаю? Потому что там, во-первых, Марк собирает, собрал себе Джаггернаута. И если он все грамотно сделает, то он со своей вечной крутилкой будет нигилировать все дебафы моих магов. Типа, это бессмысленно будет максимально. Омник, здорово. Вертолетик, здорово. Темпларка, здорово. Так, ладно, вот так вот сделаем. Вертолетика продам. Не буду через вертолетика играть. Знаете, в чем я тупанул? Я забыл реликвию косы активировать. Ну ладно. Пошла возня. Пошла возня. Хорош. Зевс еще идет. Не знаю, надо мне леший или не нужен. Я думаю, мне леший не нужен. Панд уже можно, в принципе, лишних продать. Магическую панду мы оставим, пусть будет. 2 темпларки. Ого. Жестко мне легендарки начали сыпаться. Да, ну кунфу тоже продадим. И вот так сделаем. Поставим генерала. Вместе с Агром. Ой, гребаный инсект ко мне пришел. Кстати, мне там в комментариях, знаете, какой... Короче, я забыл за самый главный комментарий сказать. Ребят, как вы думаете, какой комментарий мне написали, чтобы я записал какую сборочку? Инсектоидов. Меня тут попросили записать инсектоидов. Поэтому, ребята, если вы увидите меня в играх, где я пытаюсь записывать инсеков, вы уж меня извините, пожалуйста, но... Желание моих подписчиков — это закон. Блин, что-то у меня горло весь день сегодня перешит. Поэтому вот, если я вот так вот кашлять буду, то дико извиняюсь заранее. Я не специально. Вроде бы выздоровел, но, как видим, душит меня. Душит меня. Это болячка какая-то, хреново какой-то кашель. 6 маков, 4 бога. В принципе, норм. Не знаю, я пока не определился со сборкой. Ну ладно, так как мы играем через генерала, давайте я вам расскажу, какие предметы под такого генерала я хочу видеть. Но так как у меня есть кулон, то, соответственно, я хочу найти посох 3-го тира, это обязательно. Да ты глянь, как мне омник идет, это ж просто нечто какая-то. Я, кстати, протупил панду, надо было поставить вместо пака. А то у меня панда оставалась... Ой, панда на скамейке сидела, вместо того, чтобы быть на доске. Так у меня хотя бы синергия пандаменов есть. Возможно, я смогу себе... Да ты угораешь, ты посмотри, как он идет. У меня уже 2 омника в 2 звезды. Может, ты мне еще 3 яйца накинешь сверху, чтобы я омника собрал в 3 звезды, а? С омником в 3 звезды я буду себя отменно чувствовать. Еще бы Агра, конечно, в 2 звезды, чтобы вообще прекрасно было. Огр — это прям топчик, ребят.
Кто вдруг забыл, как он работает сейчас как аура рефрешера, и поэтому, когда вы активируете какую-то способность, и вы находитесь в его области пассивки, есть вероятность, что откатится ваша способность. А под генерала это ж вообще топчик. У генерала минимальная КД, дохренища урона, дохренительно огромный стан длинный. Поэтому это просто топчик. Вы можете с десяток раз кастануть эти камни. С десяток. Поэтому имейте в виду, ребятки. Котл. Очищающая сфера это, конечно, хорошо, но не хочу. Я, если честно, рассчитывал, что мне выпадет Агоним, но мне выпал щит 5-го тира. Я вроде бы как бы сейчас и рад, а на самом деле не особо рад. Рад чисто из-за того, что, ну, мне хотелось бы немножечко другого. Мне хотелось все-таки Агоним, потому что с Агонимом у меня был бы пик силы. Ну ладно, щит 5-го тира тоже пойдет, потому что я буду тогда намного живучее, много чего буду отражать. И, соответственно, там, если кто-то Думу поставит, то, соответственно, отражу и Дум. Вот. По поводу предметов. Так как я играю сейчас через кулончик, я хочу посох 3-го тира видеть. Но в данном случае я буду пытаться найти Агоним. То как только найду Агоним, соответственно, можно потом приступить к поиску посоха 3-го тира. Из 3-го тира я хочу найти еще Наследие Духа Огня, потому что 2 раза вынести генерала это, ну, ни хрена себе. Для этого нужно немалый успех иметь. Поэтому, да. Марк на воинах. А чё? Ну ясно. Ясненько. Еще и щит 2-го тира нашел. Ясненько. Кто вдруг не понял, как у меня только что откис генерал? Добро пожаловать. Это балансный щит 5-го тира. Добрый вечер. Просто только что вот эти вот 2 камня полетели в Джаггера, и Джаггер эти 2 камня вернул мне, и, соответственно, у меня генерал просто сдох. Дай одного умника, пожалуйста, одного умника. Бог рандома, одного умника дай. По-братски, по-братски одного умника дай. Блин, прикиньте, мне сейчас одного умника не хватает, чтобы собрать его в 3 звезды. И, кстати, я поспешил, что умника собрал в 2 звезды, которые на скамейке у меня. Надо было оставить 4 умника, продавать лишних героев, и было бы все хорошо. На всякий случай возьму морскую волшебницу, потому что против меня есть маги. Вдруг мне понадобится защита от магов. Ну, короче, вот вам щит 5-го тира. Чё, как он? Не имба? Просто 2 камня я себе вернул, и я сдох. Кайфовый щит 5-го тира. Ни разу не имба. Кстати, я аж предметы забыл перекинуть от того шока, что сейчас происходит. Да. Да. Я там говорил по поводу предметов и начал рассказывать насчет предметов 3-го тира. Мифриловый доспех бы мне хотелось. Ну, Наследие Духа Огня. Не так, давайте так. Посох 3-го тира, Наследие Духа Огня, Мифриловый доспех. 3 предмета, которые бы мне хотелось видеть из 3-го тира. Ну, естественно, под кулон 2-го тира, который у меня есть. Из 4-го тира мне бы хотелось бы видеть рефрешер. Не критично, конечно, но рефрешер дает мана-реген. Плюс он может откатить способности, вы можете много раз закастить свои камни. Сразу хочу вам сказать, что рефрешер, как для отката способности, он не особо-то и профитный, потому что сам генерал имеет самое минимальное КД на способности. Плюс у него стан 4 секунды. Это дохренище. Поэтому это зачастую избыточно ему держать рефрешер. Рефрешер можно использовать только как мана-реген. Но можно, в принципе, не использовать, если у вас есть мифриловый доспех. Потом. БКБ и драконий рог. Вот какие предметы 4-го тира мне бы хотелось видеть. Все. Так, рискую. Агоним. Агоним. Бессмертие круто, перчатка круто, но хочу агоним. Надо было перчатку брать. Убирать магов, ставить 6 богов, и надо было убирать... Ой. Реально надо было перчатку брать. Там Марк как раз играет через воинов, но я хочу именно на магах попробовать сейчас катнуть.
Если что, потом перестроимся. Перестроимся в какой-нибудь другой билд. Гребаный камень Киры мне выпал. Да, игра меня что-то как-то вообще не любит. Игра такая, ну на, поешь. Поешь дерьма. Винстрик. Сюда еще и вылетел. Вкусно. А переработать не могу, потому что предметов не хватает. А вот такой вот закон подлости. Маркос и Винстрик. Эх. Так, за 4 тир мы поговорили, из 5 тира. Если у вас генерал 2 звезды, то, соответственно, мы хотим видеть Аганим, потому что Аганим даст... Да ты угораешь. Еще и БКБ нашел сверху. Ой. Дико извиняюсь, ребятки. Спасибо, кто пожелал мне здоровья. Что-то нос расчухался. Я говорю, у меня горло першит, и что-то нос расчухался. Чихаю сегодня весь день. Аж бесит. Классно. Класс. Так, из 5 тира. Если генерал 2 звезды, соответственно, Аганим нам нужен обязательно. Потому что когда у вас будет генерал в 3 звезды, когда у вас будет Аганим, вы будете кидать 3 камня, которые наносят по 600 урона. Каждый из них дает стан на 4 секунды. Ну, 600 урона, вы сами понимаете, это вообще дохренище. Особенно, когда цель одна остается, там ты шо, урон залетает космический. Не знаю, может 6 богов попробовать поставить? Может это будет намного профитнее, чем у меня сейчас стоит 6 магов? Ну, я думаю, вообще хрень будет, конечно. Ладно, посмотрим. Там просто он играет через БКБ, и у него Джаггернаут. А Джаггернаут получает 80% магического сопротивления, когда он крутится. Это будет не особо профитно. Блин, хотелось бы мне Марку сейчас бить Винстрик, но мне кажется, я не собью Винстрик, он мне просто снесется сейчас. Потому что щит 5 тира ни разу не имба. Да? Смотрите, смотрите. Просто щит 5 тира. Держу в курсе. Бэмс. Станчик. Станчик от камней это прилетел, это классно. Еще раз станчик прилетел от камней, но... Бэм! Сдух. Мне там кто-то в комментариях писал о том, что щит 5 тира очень мало возвращает урона. Ребят, вот вам, без смс-регистрации, как он мне нормально вернул урона. Мало. В скобках. Только не говорите мне, что... Это не имба, пожалуйста. Это гребаная имба. Не знаю, и мне кажется, что я сделал грубую ошибку, что скипнул перчатку 5 тира. Надо было все-таки перчатку 5 тира оставлять, брать ее, убирать нахрен 6 богов, 6 магов и ставить 6 богов. У меня же просто мозг в 6 богах. Чисто мозг, знаете, я вот только подумал об этом. Мозг уже сразу такой начал проговаривать язычком. 6 богов. И не важно, что я хотел сказать за 6 магов, но... Ладно. Ой, Хекс, это плохо. Омник, давай. Ну, Омник, ну-ка стани. Хорош. Хорош. У чувака там много магического сопротивления. На ДК. Блин, ну боги мне идут хорошо. Джакира есть. 9 магов, как по мне, это будет хрень. Можно было бы, конечно, реально 9 магов поставить. Тогда бы у меня было обледенение со способности. Было бы, ну, сильно, но я думаю, хрень. Потому что после 3 тира у меня нет, а Аганим я еще не нашел. Обледенение чисто был бы как приятный бонус. Но тоже, там все равно Джаггернаут с щитом 5 тира, он бы мне до хрена урона возвращал. Я даже сейчас не переживаю этот щит 5 тира, о чем говорить. Я даже не уверен, что если я перчатку 5 тира найду, я это переживу. Ой, как хорошо, что щит 5... Ой, как хорошо, что Омник только что отхилил.
Щит 5 тира кучу урона заевейдил. И имбовый генерал. Не знаю, может чернокнижников, кстати, поставить. Может, это будет профитнее. Я буду хотя бы хилиться со способностей. Every scar makes an even more devoted disciple. Если поставить 4 чернокнижника, я буду получать 25% от хила со своих камней. Но все равно я могу щит 5 тира тупо не перебивать. Мне может не хватить. Дум. Не, ну Дум тоже такая шляпа, потому что в щит 5 тира Дум может нормально не работать. Ну, типа, когда против тебя есть вражеский Дум, то он 100% будет проходить сквозь щит 5 тира. Ну, нормальный щит 5. Да не горит у меня. Не горит. Просто не горит. Не горит у меня от такого дебильного щита 5 тира. Как? Как разработчики это допустили? Генерал, магическая панда пришла, класс. Беру реликвию яиц. Точнее, талант на яйца беру. Сейчас у меня двойные мобы, я надеюсь, что мне что-то полезное выпадет. Надо будет еще рольнуть на 5 тир. Аганим нужен. Я генерала уже в 3 звезды не соберу. Ну, только если один генерал еще не придет сверху. Два чувака, которые играют на 9 магах, хорош. Ну, вы сами видите, короче, этот баланс с щитом 5 тира. Если поставить Дума, я уверен на 200%, что он не будет проходить сквозь Марка. А вот у Марка будет проходить 200% сквозь мой щит 5 тира. В легкую. Это как по закону подлости. Типа у вашего врага, у вашего противника всегда будет проходить все, что нужно ему. О, наследие духа, отлично. Отлично. Наследие духа это хорошо. Арканцы тоже отлично. Цепочка. Ну, цепочка, она будет бесполезной. Еще и кольцо нашел. Ладно, я цепочку возьму. Цепочка мне будет чисто, знаете, как мана-реген и контроль на одном месте. Так, шляпный движ. Пора тебя ролить. Изыди. Чертолет. О! Я бы угорал, если бы мне сейчас, знаете, на выбор бы не прилетел Аганим. Отвечаю, я бы жестко угорал. Так, Омник в 3 звезды, здорово. Иди сюда, Омничек. Ну, кстати, с Омником в 3 звезды я, может быть, что-то и смогу сделать. Потому что Омник, он будет с минимальным КД и будет много хилить. Там у него КД будет 3 секунды, и он раз в 3 секунды будет подхиливать, причем на нормальную такую сумму ХП. Плюс есть Огр, который еще может откатить ему способность. Короче, думаю, топчик. Уи! Не, все, генерал это имба. С Аганимом. По сути, нужно найти посох 3 тира. Но я просто не знаю, насколько будет профитен этот посох 3 тира. Я его уже не настакаю. Если бы он мне намного раньше пришел, тогда бы у меня была бы вероятность настакать. Но я думаю, мне стоит все-таки поискать перчатку 5 тира и поставить себе чистый урон. Я думаю, будет это намного профитнее, нежели все-таки 6 магов. Если бы, конечно, у меня был бы посох 3 тира, я бы именно оставался бы как есть. Просто он играет через крутилку. Ладно, пока что не будем спешить, надо будет подумать. Да что думать? Я думаю, все-таки надо чистый урон, я думаю. Не понял. А что так больно? Интересно. Я реально что-то не понял на мгновение, как он меня так жестко снес. Опа, яйцо.
Сюда. А может, соберу генералов 3 звезды. Так я Аганим закину. Он в Зевсу. В Зевса. Зевсу. Зевсу закину. Так, надо, чтобы эти два мага вылетели. Они меня напрягают. Короче, как я сейчас буду доставать вот эту вот перчатку 5-го тира? Самое главное, мне сейчас просто, когда я буду перековывать предметы, рандомить. Нажимать рандом, и там с некой вероятностью в пуле появится эта перчатка. Ну и потом, соответственно, что делаем? Достаем перчатку и начинаем аннигилировать. Так, снова маг. Здорово. Уи! Во-первых, у меня Зевс пол стола снес, во-вторых, камни полетели. Все, пока. Ну, все, пока. Рад был тебя повидать. Не хватит, да, предметов, только если цепочь. Может, ну его этот кулончик. Ладно, поехали. Рискую. Рандомим. Падают криты. Это нормально. Это нормально. Так, теперь мне надо... Можно морских чуть-чуть поставить будет сейчас. Вместо магов. Духа пятерочку поставим. Аппараты на самом деле так жестко убили, аж слезы на глазах. Мьёльнир у него есть. Это печально. Печально. Быстро крутится. Опа, станчик словил. Чисто промежуток от времени, вот этот маленький отрезок времени. Станчик он словил. И еще. Как он у меня хорошо отдыхает, этот Марк. По-моему, это ничья, кстати. Да, это ничья, прикиньте. Или я его снесу все-таки. Давай, 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 давай. О боже. Я просто даже не хочу это комментировать никак. Боже, там у него Я сбил ему винстрик, но игра посчитала, что у нас ничья с ним. Прикиньте. Обидно чисто за мои деньги. Забрал бы этот винстрик, у меня была бы космическая сумма. Ладно. Хрен с ним. Пофиг плюс пофиг. Кстати, я тупанул, надо было баф людей оставить. У меня 59 из 64 опыта. Теперь это будут глаза мозолить. Ну, сам виноват. Зевс, хитрец. Спасибо. Так, сюда, сюда. Я Киру не хочу ставить, если честно. Кира нам не надо. Думаю, я тоже думаю, что не нужен вообще, это бред. Дум будет бесполезен. Еще яйцо идет, еще яйцо идет. Сейчас быстро вертолета делаем, Керри. Не знаю, может Горн поставить. Еще яйцо. Знаете, как мы сделаем? Мы вот так сделаем. Яйцо, в принципе, неплохое. Отмотку времени возьмем. Блин, переделать не могу. Переделать не могу. Ну еще один щит 5-го тира, конечно. Конечно. Ну вы просто посмотрите, насколько это чудовище, а не щит 5-го тира. Слабый предмет. Вдох, выдох, вдох, выдох. Игра нормальная, балансная. Не, на самом деле очень плотная каточка.
Типа, я сейчас кайфую от такой потной каточки. Без рофлов. Типа, я не горю. Просто кайфую от этой каточки. Я, если честно, хочу переработать предметы. Ну, блин. Опа, опа, опа. Смотрите, что я сделаю сейчас. Чекайте, чекайте. Еще игра хочу в 3 звезды сделать. Это же будет вообще песня. Вы просто прикиньте, какая сейчас будет в канале. У меня Зевс в 3 звезды на столе. Четко? Четко, четко. Уи. Блин, не знаю, может реально 6 богов поставить. Хотя под чернокнижниками вроде я получше живу. 25% от хила это все-таки, ну, не маленькие циферки, оказываются. Марк 4 бога поставил. Понимаю. Понимаю. Вольно. Зевс. Ладно. Я хотел через ИСУ апать, но походу это было излишне. В принципе, и так сойдет. Прикиньте. Ладно, я хекс возьму. А почему у меня не появилась перчатка на чистый урон? Я сейчас не понял. Она же должна была... Ну, типа, вот эти вот предметы, которые там были в выборе, они должны были скипнуться и появиться перчатка. Я что-то сейчас не... Где-то меня надурили. Я не знаю где, но где-то меня надурили по-любому. Где-то мне что-то не договаривают. Ну ладно, хекс на самом деле это будет неплохим предметом. Можно будет в дальнейшем 6 богов поставить, и будет некая вероятность, что я все-таки его в хекс поймаю. Хорош. Хорошо, что я все-таки взял отмотку времени. Просто сейчас лутаю двойных мобов. У меня сейчас будет на 45-м раунде будет 2 дракончика. 2 зверя-нянь. Сейчас просто нужно продумать свои дальнейшие шаги. Я, если честно, не совсем пока что уверен в том, настолько ли мне профитны чернокнижники, или все-таки будет профитнее поставить 6 богов. Блин, ну катка огонь, согласитесь. Такое жесткое противостояние. 3 человека. 45-й раунд. Ну, можно назвать 45-й. Я думаю, сейчас этот маг переживет. Там щит 5-го тира нормально. Ого. Ого, там Разор урона накидал. Кстати, у Разора есть прикол, я заметил. То, что если у него откатывается способность, он ее очень как-то быстро кастует. После того, как откатилась способность. То есть, если, смотрите, если у вас есть Разор, кстати, он мне вынес, прикиньте. Вы прикиньте, угар. Насколько щит 5-го тира не имбовый предмет. Какой бред. Это тупо не передать словами. Какая классная игра. Ну, короче. 45-й раунд. Противостояние 3 львов. Игра очень интересная. Типа, я кайфую сейчас от процесса. Сейчас вот этих 2 мопчиков заберу. Получу тонну предметов. Чисто кайфану. Не знаю, им надо с щитом 5-го тира делать что-то, потому что щит 5-го тира это слишком лютая имба. Просто невозможно играть, когда у противника щит 5-го тира. Невозможно. Да, ты там можешь пробивать как бы, но все равно это такой бред. Просто прикиньте, вы хотите поставить Дума, чтобы противника задумать, чтобы там не хилился, не наносил урона, ничего такого. А по итогу что происходит? Вы ставите Дума, Дум кастуется в этого типочка, и, соответственно, что? Правильно, ничего. Потому что Дум вернулся вам в лицо. Кайф? Кайф. Я, кстати, призму возьму. И одни арканцы скипну.
Еще один хекс пойдет. Один хекс хорошо, два лучше, да? After the abyss got its claws in me, I've been working. Если честно, даже ну, не знаю, что будет лучше прям. Then I took an arrow in the knee. Шар бездны у меня есть, темник у меня есть. По сути, должен жить. Шар бездны, кстати, перекинул в нефритового генерала, чтобы получить там 50% магического сопротивления, а потом еще и сверху 50 при активации. Уи! Блин, падла крутиться начал. Но мы его когда-то поймаем. Надо думу ставить будет. Так, маг сдох, отлично. Помянем мага. Всего хорошего. Так, блинк не нужен. Вот так вот сделаем. Перчаточка, иди сюда, моя солнышко. Все, вот это сейчас будет имба. Все, сейчас его крутилка вообще будет. Урона так много не получит. Точнее, я его так вынес. Охренеть. Охренеть, я его так вынес, прикиньте. Короче, сейчас у меня будет чистый урон. И Марк немножечко приколится с этого моментика. Он же там крутится, получает 80% магического сопротивления. А так как у него еще и синергия воинов, то мои камни вообще не наносили ему урона даже физическим уроном. Я ж кулон же скипнул, типа у меня камни начали физический урон наносить. А соответственно, так как у него дохренища брони, этот урон, ну, слезы. Я пока что 4 бога оставляю, типа, посмотрю. Я думаю, 4 бога и 4 чернокнижника самый топ, потому что я тогда и отхиливаюсь с помощью камней. Все-таки камни наносят чистый урон. Вот это я лицо сам себе отрываю. Просто посмотрите. Если бы не омник, я думаю, я бы уже бы сдох. По-моему, кстати, Марк отлетел. А, не, баночки юзает, ты посмотри. Ты посмотри на этого хитрожопого, он баночки еще засейвил. Ха-ха-ха. Если бы не баночки, то он бы вылетел, кстати. Я ему минус 23, так, значит, между глаз прописал. Опа! Дай яйцо. Яйцо, пожалуйста, дай. Хорош. Я хочу аграф 3 звезды. Так делаем. С агром в 3 звезды, это же будет вообще сейчас такая лють творится. Какой горный вождь? Мы так с тобой не договаривались. А он БКБ ему не засунул. Все, торба. Уи, уи, уи. Главное, чтобы Джаггернаут этот не раскрутил половину моего стола. Это самое главное. Нет, 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 нет. Жить, жить, жить. Помню, хиль. И... Боже, как же щит 5-го тира жестко возвращает. Прикиньте, 1 хп я ему оставил. 1 хп. Сейчас же он додумается БКБ закинуть в горно. По-любому. По-любому сейчас закинет горно в горно этот БКБ. По-любому. Это будет ну, это будет очень жестко, то, что он закинет БКБ в горно. Там же сейчас, чтобы вы понимали, горный вождь будет нон-стопом кидать об пол. Без КД, грубо говоря. Боже, какая жесткая катка. Ну да, БКБ. Супчик. Ты супчик. И тупо не дает кастануть, прикиньте. Не, ну я ж не должен полностью на все лицо получить, во все лицо получить. Ну, кстати, морских поставил, но морские против меня бесполезны, потому что у меня все-таки камни чистый урон наносят. Ой, как же хорошо мне только что. Ой, вообще, ну вы видели это, да? Насколько щит 5-го тира жестко возвращал урон.
Так, 2 Рошана. Один, конечно, было хорошо, но 2 Рошана, как говорится, лучше. Надо найти тоже себе БКБ. БКБ зарешает. Молюсь Всевышнему, что мне сейчас выпадет БКБ. Сейчас смотрите, что будет. Почему я говорю, что БКБ зарешает? Во-первых, его БКБ, скорее всего, активируется намного раньше. И когда у него активируется БКБ, он будет 5 секунд там бить. И у меня, соответственно, тоже будет БКБ. И в то время, когда у него БКБ закончится, у меня генерал должен успеть закастить камни. Закастит камни, соответственно, попадет ими в генерала, точнее в вождя, все, он в вечном стане будет находиться. И он тогда не сможет так жестко меня триггерить. Это будет последняя сейчас попытка. Христом Господа молю, дай. БКБ, пожалуйста. Минус 3. Сейчас теперь самое главное сделать хорошую расстановку. Чтобы горный вождь не схватил мне генерала. Если он схватит генерала, это будет огромная проблема для меня. May the tune of Spirit Rhino protect our friendship is you make me happy. Так. Шесть богов ставить? Попробуем. Попробуем 6 богов. И Горн на Агр. Пусть там крутится, вертится, бьет, кого хочет. Так, пожалуйста, горного вождя не поставь под меня. Сейчас все решит тайминги. Сейчас все решит тайминги. Все, горный вождь под моего генерала, отлично. Смотрим. У него БКБ сработало моментально, видите, из-за того, что хекс у меня есть. А у меня теперь БКБ имеет, ну, больше длительность. Все, стан... Все, ГГ. Переигран. И знаете, что... Вот вдруг вы не знаете, что произошло, я сейчас объясняю, ребятки. Смотрите, что произошло. Мое БКБ активировалось позже, чем его. Почему так произошло? Потому что у меня было, помимо скиллов, у меня был хекс. И этот хекс летел в его горного вождя. Ну и, кстати, то, что он морских поставил, мне на них абсолютно плевать. Он еще, кстати, троллей немножечко докинул, чтобы у него Джаггернаут намного быстрее крутился. Не, ну это очень классная катка, тут вообще прям по кайфу. Я, если честно, я уже думал принять, ну, достойное свое поражение, потому что у него в действительности очень сильно там получится. Вы просто посмотрите, что у него за стол. Это ж жесть какая-то. У него 4 бога, 9 воинов, 4 тролля, 4 морских. Ну, это жесть. Просто. Это просто жесть. Не, ну, очень кайфовая игра получилась. Типа, полный фарш, полный кайф. Мог бы я, конечно, 11 уровень взять, там немножечко чернокнижников докинуть, но это, я думаю, было излишне. Но в целом обалденная игра, просто сок. Песня. 50 плюс раундов. Чистого, жесткого замеса. Не, ну, если бы не БКБ, вот, 100%, если бы мне сейчас не выпало БКБ, я бы проиграл игру. Это 100%. Мне бы не помогло ни бессмертия, ничего-либо другого. Мне сейчас спасло именно то, что выпало БКБ. Тайминги решили все. Если бы горный вождь его начал бить бы о пол, у меня не было в то время БКБ, у меня бы генерал просто бы стоял бы и пальчик вот так вот. Вкусно. Невменяемо. В общем, что думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Но кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у нас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.